Всем огромный привет, друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Здесь я делюсь своими результатами, своими распаковками и покупками с любимого сайта iHerb. Все ссылочки вы можете найти под видео. И приятного просмотра вам. Надеюсь, что информация чем-то пригодится. Те, кто следит за акциями и новинками сайта iHerb, знают, что в прошлом месяце в апреле была просто неслыханная скидка, неслыханная щедрость от сайта. И в конце это все подытожилось вообще 20% скидкой на все. Это, конечно, замечательно, это все радует. Поэтому просто нужно отслеживать. На iHerb постоянно действует скидка на какую-либо категорию товаров, и информацию просто нужно отслеживать на сайте. Ну что, друзья, я, пожалуй, начну рассказывать о продуктах, на которые мне особенно хочется обратить ваше внимание. Я давно уже увлекаюсь ароматерапией и знаю опытно, что на iHerb есть масла эфирные, и они прекрасного качества. Начну я... Вообще мне бы хотелось снять отдельное видео по маслам, потому что тема эта очень обширная, интересная. Мне интересная, я думаю, что и вам тоже будет интересно. Те, кто не знаком еще с какими-то маслами, думаю, что с удовольствием познакомятся, потому что это просто восторг, и результаты, конечно, тоже очень радуют. Итак, масло сандала. Оно у меня уже заканчивается. Я думаю, что я буду его повторять. Вернее, я уверена, что я буду повторять это масло в покупке. Как я его использую? Масло сандала в этом случае от Аура Акация, оно в масле жожоба. То есть здесь масло холодного отжима и какая-то часть эфирного масла. Всего в флаконе 15 мл. Как я его использую? Вообще масло сандала это просто виртуоз, я так считаю, в уходе за кожей вокруг глаз. Кожа вокруг глаз требует особого ухода, да, все мы знаем. Когда вы его наносите, наносить лучше такими вбивательными движениями, легкими, чтобы не растягивать кожу. Легкий массаж. Что оно делает? Оно борется с сетчатыми морщинками вокруг глаз. У него потрясающий омолаживающий эффект. Ну а о том, какой это аромат, я просто готова петь ему оду, потому что для меня это очень интересный, сложный такой запах. Он древесный, он многогранный. Наверное, сложно описать вообще аромат, пока и сам его не попробуешь, не почувствуешь на себе. Конечно, масло будет работать на психоэмоциональном уровне, когда оно вам нравится. То есть лучше где-то попробовать в пробнике масло сандала. Найти такую возможность. Я говорю о маслах хорошего качества, о настоящих маслах, а не о дешевых вонючках, которые можно увидеть где-то в аптеке или еще где-то. Потому что эфирное масло, хорошее эфирное масло не может стоить дешево. Почему? Во-первых, чтобы получить эфирное масло, нужно очень много сырья. Поэтому естественно, что цена у него адекватная. 15 мл в принципе хватает надолго, потому что концентрация этой высокая, и вам нужно будет совсем, то есть наносите вы его капельно, да, используете вы его в мизерных дозировках, не только под глазки. Я наношу еще вообще на кожу лица, на лоб, на какие-то проблемные зоны, да, так скажем. И после длительного использования, то есть здесь идет и накопительный эффект тоже, этой терапии, вы увидите результат. Обязательно увидите результат, и он вас порадует. Что еще? Можно добавлять его в какие-то масочки натуральные для волос, маски для лица, например, с глиной.
очень хорошо, да, как раз здесь он внесет тоже свои свойства, плюс жожоба, тоже просто шикарнейшее масло, которое схоже с секретом кожи с нашим. Вот, оно быстро впитывается, оно не оставляет каких-то жирных следов. Вот. У кого кожа сухая, она просто вот кожа его съедает, если можно так сказать. Также эфирное масло сандала — это мощный афродизиак. Вы можете использовать его при массаже, вы можете добавлять его в гель для душа. Это будет просто потрясающий эффект и аромата, и ухода за кожей. Следующий продукт, который тоже мне очень понравился, это сыворотка с витамином С. Витамин С — это, как известно, молодость и здоровье кожи, поэтому у нее омолаживающий эффект. Также эффект осветления есть небольшой. На сайте написано, что выводит пигментные пятна, но опять же, смотря какого характера и смотря какой сложности. Потому что пигментацию можно вывести только, я считаю, только в кабинете у косметолога. Вот какими-то такими мощными средствами и длительно. Что мне нравится в этой сыворотке? У нее такой эффект: после нескольких применений кожа как будто сияет изнутри. То есть она такая напитанная. Сейчас покажу, как она выглядит. Не липкая, быстро впитывается. Вот. Ну, в принципе, как обычная, да? Как и все сыворотки. Вот у меня уже полфлакона. Конечно же, не забываем про SPF утром, выходя на улицу на солнце. И наношу я ее в основном вечером на ночь. Вот. Сверху еще крем, и она прекрасно работает. Мне очень нравится. Ну вот, о продуктах красоты рассказала. Теперь перехожу к продуктам оздоровительного эффекта, лечебного, профилактического. Начну, наверное, вот с этой компании Nutribiotic. Очень она мне нравится. Здесь содержится экстракт косточек грейпфрута, и, в общем-то, этим она и славится. Первое средство – это спрей для носа. Оно идет и как профилактическое, то есть вы можете использовать его перед выходом на улицу или делать 2 пшика в нос в местах большого скопления народа. Убивает бактерии, борется с всевозможными неприятными микроорганизмами. Вот. Ну и как профилактика, сейчас такое время с этим коронавирусом, что вот какие-то такие средства, я думаю, что нам всем не помешает иметь в своей домашней аптечке либо в сумочке. И второй продукт от этой компании – это спрей для горла. Тоже грейпфрутовые косточки. Очень хорошо при первых признаках, допустим, замерзли немножко, да, где-то простудились. И вот при первых признаках простуды пшикать в горло, и покраснение убирает, и воспаление. Вот, и, видимо, грейпфрутовые косточки – это такой очень интересный, кстати, ингредиент, который борется вот именно с микробами, который убивает микробы, как природный антибиотик. Я бы, наверное, так его назвала. Потрясающе, мне нравится, поэтому в целях профилактики я думаю, что буду заказывать его еще. А вообще, когда вот, да, были проблемы простудные, вот это все решается быстро и надежно. Поэтому присмотритесь, друзья. Очень мне нравится. Следующее средство тоже спрей для носа. Тоже в целях профилактики, наверное, больше. Здесь содержится ксилит. Он тоже борется с бактериями, которые могут попасть в нос. Вот. И после улицы, в принципе, вот просто чтобы промыть нос вот таким образом. Этот спрей я заказывала по рекомендации блогера Натальи. Она тоже снимает про Herb.
Очень ей благодарна за это, за подробную информацию. Потом я зашла на сайт, почитала отзывы и тоже в себе его в итоге заказала. Вот. Я вообще считаю, что вот нужная вещь, вот эти спреи, они содержат еще и морскую соль, то есть вода, морская соль и вот здесь эксилит, да, вот, как и промывание носа, и выведение таким образом каких-то болезнетворных бактерий, микроорганизмов. Отличное средство. Надеюсь и думаю, что я вам полезна. Эта информация кому-то пригодится, как и мне в свое время пригодилась, когда я тоже смотрела какие-то распаковки Сахерб или пустые баночки. Мне очень нравятся отзывы именно покупателей, потому что можно увидеть, насколько это рабочий препарат, да? Вот. Поэтому я надеюсь, что вам тоже будет полезно. Я с вами прощаюсь. Дальше будет тоже много интересного, поэтому не забывайте подписываться на канал. И до новых встреч!